Друзья, всем привет! С вами я, Софья Ская, и наша программа Actors Talk. После длительного перерыва мы выходим, открываем сезон Actors Talk действительно с уникальным эфиром. Сегодня нашей гостьей станет актриса, дублирующего экипажа Союза МС-19, которая сейчас находится на Байконуре. То, что сейчас происходит, я думаю, что ни для кого не секрет, что через 3 дня, буквально через 3 дня, ракета выходит в космос с нашими актрисой и режиссером Климом Шипенко и Юлией Пересиль. И в дублирующем экипаже находятся космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина, собственно, с которой мы сегодня и пообщаемся. С Аленой я познакомилась на том же самом проекте. Я не просто так одела сегодня вот худи «Роскосмос». Путь был непростой, мы участвовали обе в проекте «Вызов», не только мы, но еще 20 участниц, но только 4 девчонкам удалось выйти в финал, и только 2 отобрали для главной роли и дублирующего экипажа. По судьбе, по такой вот, ситуации, которая случилась со мной, о которой я вам расскажу в отдельном прямом эфире, который сделаю посвященным своему участию в этом проекте. Это очень эмоциональный проект. Как вы видите, я тоже сегодня вся на эмоциях, потому что Байконур, во время участия мы каждый день думали о том, как это будет происходить. Остались считанные дни. Вот, с Аленой познакомились там же, мне пройти не удалось. Алена оказалась в дублирующем экипаже. Подключаю, я вижу, что Аленочка уже с нами. Прямо из Байконура, друзья, послушаем, какие эмоции, что происходило, какие испытания девочки прошли уже во второй части программы проекта «Вызов», и что же там происходит. Алена, привет! Да! Привет, дорогая! Ну, ты выглядишь просто потрясающе, выглядишь как настоящий космонавт. Друзья, сразу предупреждаю, не все вопросы мы сможем сегодня прочитать, постараемся в конце эфира прочитать то, что будет нам интересно. Сегодня пообщаемся вдвоем, узнаем как можно больше. У нас есть всего час. Узнаем и про Алену, про ее актерскую деятельность, и, конечно же, про сам проект, как ты в него попала, какие переживания и что ты испытываешь прямо сейчас. Давай с самого начала. Где ты находишься и что происходит сейчас вокруг тебя? Всем привет! Я нахожусь сейчас на Байконуре, конкретно сейчас в своем номере после занятий, после физкультуры, после наших подготовок. Рада всех приветствовать. Спасибо, что смотрите нас. У меня куча супер положительных эмоций. Проект, конечно, этот уникальный. Такого нигде еще не было, и не знаю, будет ли еще когда-нибудь, чтобы актриса могла попробовать, как минимум попробовать, а то и сняться в космосе. Это очень круто. Это действительно просто невероятно, это исторический момент. Алена, расскажи, если бы не твоя физическая подготовка, я знаю, что ты мастер спорта по водному поло, смогла бы ли ты справиться с такими нагрузками? И расскажи, как выглядит ваш обычный день космонавта, как вот вы встаете, что вы делаете, расскажи об этом, потому что то, что было у нас в Звездном городке, это совсем не то, что происходит там на Байконуре, согласись, одно дело медкомиссия, другое дело уже физические подготовки. Поподробнее про это. Ну, даже я бы лучше, думаю, что водное поло, конечно, мне помогло, но помимо водного пола я, в принципе, всегда занимаюсь спортом, сколько себя знаю. Да, я думаю, что это помогло, но я все-таки уверена, что больше помогло это именно здоровье, которое мне дала мамочка, папочка, природа. Поэтому, скорее всего, от этого, и от Всевышнего, который помогает. Секрет твоего здоровья, твое питание, что ты делаешь, как быть настолько здоровой, чтобы быть подходящим в космонавты? Поделись тоже с нашими зрителями. Как следить за собой? Я тренируюсь часто, много. Я люблю спорт. Питаюсь я, не могу сказать, что я сижу прям на правильном спортивном питании, но довольно неплохо. Стараюсь правильно питаться. Бывает, конечно, что я не совсем этому следую, но это бывает редко и на праздниках. А так,
Алена, я обратила внимание на то, что ты довольно спокойно, хотя 3 дня осталось до старта. Насколько ты осознаешь свое прямое участие, ведь если что, а всегда бывают нештатные ситуации, ведь полетишь именно ты. Готова ли ты лететь? Что ты Да, чувствуешь? безусловно, да, безусловно, лететь я готова. И я бы хотела, чтобы полетели ребята, чтобы все случилось так, как задумали, потому что эта Безусловно. подготовка не просто ЦПКшная, это наша актерская подготовка. Дай бог, чтобы у них все получилось. Но в случае чего я готова. И на самом деле я правда спокойна. Во-первых, потому что уже точно назначен экипаж, но в случае чего, может быть, это даже и хорошо, что я вот так настроена и не волнуюсь по этому поводу. Ну, если надо будет лететь, значит, я полечу. Расскажи про те тренировки, которые были не физические, а именно где необходимо было сосредоточиться, иметь память, выучивать. Я видела, смотрела, следила за твоим Инстаграм. Ты показывала картинки, которые похожи на какие-то формулы с института по химии. То есть там может действительно поехать голова. Как вы с этим справились? Справились, я думаю, что мы все на отлично, потому что команда у нас собралась действительно хорошая, ответственная. Мы очень много занимались. А, Готовились много. Нужно было сосредотачиваться. Я жила не в ЦПК, в смысле в Звездном городке, это прямо рядом с ЦПК. И я приходила вечером, иногда вот до такой степени не было сил. Вот ты часик этот отдыхаешь, и потом берешь, учишь литературу, которую нам выдали, а ее вот столько. В прямом смысле, вот столько на столе лежало всех этих книг, бордокументация, вообще описание корабля, станции, как внутри все СОЖ работает, и все эти сокращения, как его здесь называют, этот птичий язык, это действительно сложно, их очень много, этих аббревиатур. В конце мы уже тоже начали только так выражаться, потому что по-другому уже никто и не выражается. БО, ИСАИ, ПКРД, РПВ и куча-куча всяких таких сокращений. Расскажи с самого начала, вот твоя обычная жизнь. Ну, конечно, понятно, что у актеров и спортсменов жизнь все равно немножечко необычная, но до этого проекта как выглядел твой день и каким образом поменял этот проект тебя, твою жизнь, твой настрой и что ты будешь делать в связи с этим и после этого? Вот с самого начала жила-была Алена, шла себе там по улице, занималась своими делами, снимала свой Инстаграм, и вдруг вот этот кастинг. Я знаю, что ты уже много рассказывала на телевидении о том, как попала, но открой нам хоть какую-то тайну, действительно. Вот что-нибудь, что ты еще не говорила. Расскажи, как ты попала туда и как это поменяло тебя. Ну, попала я со совершенно простым способом. Я отправила анкету, причем сначала я не верила, что я могу пройти. Мне Ты казалось, что увидела все это в уже. интернете? Просто объявление или как? Нет, это мне скинула моя сестра. Она мне говорит: Ален, вот смотри, там кастинг в космос, ты должна попробовать. Я такая думаю: «Мгм, космос. Попробовать». Думаю, ну, как-то вот так скептически отнеслась. Через некоторое время она мне опять: Ален, пожалуйста, ты должна отправить. Потом мне начали родственники скидывать ссылки, друзья, семьи. Говорит: мы сегодня видели рекламу и подумали почему-то о тебе. И я такая думаю: ну, я не имею права не записать. Проба, тем более я монолог знала. Я записала его, ну так, просто для себя. Я обожаю это произведение и люблю монологи оттуда. И письмо Татьяны, и встречу с Онегиным. Я просто взяла и записала, и отправила. Первый Получила дубль от этого удовольствие. отправила. У меня всего их было несколько. В итоге я не помню, какой я отправила, я совсем немного записывала. Было два неплохих. Один он чуть более классический, а второй он был совершенно не совсем классический. И я все-таки там отправила там некоторым людям, чтобы они выбрали, какой лучше. И все Мгм, единогласно решили вот этот дубль отправить. Ну, я его отправила и забыла. И через мгм. полгода, Так. когда позвонили, Через я уже полгода. да, ну, меньше, 5 месяцев. Я вечером 8 марта звонит какая-то девушка с незнакомого номера, просит срочно выслать паспорт, я что-то прошла, какой-то вызов, а мы же не знали, что это вызов будет называться, какой-то реалити. До меня пока не доходит, что за реалити, про космос, думаю, про космос, что же про... я говорю, то, что Онегин, она, да, подозрительная информация, думаю, ну, совсем какой-то странный развод. В интернете вы ничего не найдете, срочно присылайте паспорт, страницу с пропиской.
И я такая напряглась, думаю, нет, я не буду отправлять, хотя у меня всегда паспорт есть. Я говорю, вы знаете, а могу я вам завтра отправить? Там сегодня 8 марта, все такое. Она говорит, нет, нет, нужно сегодня. Я говорю, ну, у меня нет сегодня, я за городом, не могу привезти его. И в итоге она, ну, хорошо. Потом они мне весь вечер атакуют, звонят, а у меня уже подозрение. 8 марта вечер. Просит паспорт. Тут моя подружка Аленка тоже звонит, говорит, я говорю, ты же мне звонишь не чтобы меня с 8 марта поздравить, правильно? Она, да. Я говорю, ты тоже, тебе тоже звонили? Она говорит, да. И мы вдвоем начали сомневаться, что какой-то это развод, ну потому что это правда, нам ничего не рассказывают, в интернете нет. Может быть, кто-то где-то эти анкеты вскрыл, но это странно присылать паспорт, сама понимаешь, еще незнакомым людям. Ну и в итоге рано утром она мне звонит, говорит, Алена, вышел сюжет, посмотрите, вы даже в сюжете. И я посмотрела, моя анкета, Первый канал, новости, и тут же отправила, и все завертелось. И дальше мы с тобой уже увиделись на нашей общей встрече, как ты Дальше, помнишь, в да, мы Останкино. увиделись на общей встрече, но я могу поделиться также. Вот у меня было полное ожидание того, что то, что написано в первой анкете, будет являться как первый кастинг, что нас сначала будут гонять челночным бегом, проверять спад Да. головой вниз. И готовилась ли ты к этому прохождению или нет? Потому что в моем случае я просто реально была уверена, что нас сначала будут проверять на все то, что было написано, а потом уже будут какие-то дальнейшие действия. Смотрела ли ты внимательно, как ты отнеслась к тому, там, мерила ли ты щиколотки на своих руках, объем своей головы? Нет, вообще нет, нет. А я Я, мерила. я не мерила, я просто отправила, написала. Может быть, я что-то мерила, я не помню. Сидя, по-моему, там надо было, ну, измерить рост. Но я понимала, что я подхожу по всем этим параметрам. И Я довольно прыгала с стандартная. трехметровой вышки тоже, да? Вот я не Нет, нет, прыгала нет, никогда. нет. Я прыгала просто. А там же надо было спад Да. головой вниз. Это чуть-чуть другой. Нет, я не прыгала спад головой вниз. Но я раньше достаточно хорошо ныряла. С вышки просто прыгала. А вот спада нет. Ну, к этому я не готовилась. Я готовилась просто быть в физической форме, бегала усиленно перед этим. Ну, когда уже скорее прошла весь медицинский отбор. А так как я, в принципе, спортом занимаюсь, ну, там, отжималась, потому что надо было, там, пресс качала. А первое я знала, что нас будут просто по медицине гонять. Потом уже Расскажи долгое вот ждать. про этот этап времени. После того, как мы все встретились, и, как я помню, были не все участницы, которые в итоге принимали участие, да, не приехала Светлана Ходченкова, Юлии Пересильд не было в тот день, но основная часть девочек, которых отобрали в двадцатку, там были. Вот какие были твои впечатления? Мы же все знаем, да, что конкурентный коллектив, все, каждый, естественно, оценивает друг друга, смотрит, все-таки думает, приходит домой к тем же, кто тебя поддерживает, обсуждают свои возможности. Насколько ты понимала, что у тебя есть все шансы пройти до конца? Знаешь, я вообще не оценивала ни одну девочку, мне было интересно, я думаю, какой интересный кастинг, все такие разные, интересные, я просто была счастлива, что я прошла его, и прошла именно по актерскому отбору. Тут конкуренции быть не может, потому что ты придешь, и это твое здоровье, которое тебе дано от природы. 100%. Я То есть, поэтому даже не оценивала это. Просто интересно наблюдать за всеми. Там я с Аленкой была, Ольга Кузьмина, с которой мы дружим. Тебя я увидела. Ну, как-то... да, мы были всегда на связи, делились друг с другом, хотя нам говорили, что этого делать нельзя, но все мы люди, было безусловно интересно, какие впечатления. Действительно, каждый организм воспринимал по-разному те нагрузки, которые нам давали. И действительно было лотерея, было совершенно непонятно, что будет дальше. Но ты прошла самое первое. Друзья, для тех, кто не знает, рассказываю, было три команды. Нас поскольку девочек было по 7 Ну, девочек, да? 7-7-6. 7-7-6. 7-7-6 нас 20. выпускали, и те, кто прошли от начала до конца, сначала ожидали, когда пройдут другие ожидания, как мы знаем, это самое Да. такое волнительное. Ты прошла самое первое. Каково тебе было вот это? Расскажи более подробно про свое вот именно эмоциональное состояние, ожидание. Вспомни, Во-первых, постарайся вспомнить. да, и, во-первых, я вспомнила, не вспомнила, сразу хочу сказать, когда мы увиделись, вот ты спросила про ощущения, я подумала, какая красивая, ну, про тебя, высокая, такая статная, думаю, ну, сразу видно, чем занималась, такая ходила спокойная. Ам,
По поводу прохождения, я очень рада, что я была первой. Потому что быть первой, с одной стороны, это круто, потому что ты не знаешь, тебя не рассказывают, тебя не пугают. Ты просто сам все проходишь. С другой стороны, быть первой, ты не знаешь, у кого что спросить. Центрифуга, но в интернете мы видели, это тоже странно. Про барокамеру вообще непонятно, как там себя вести и как ты себя будешь чувствовать. Нигде не написано, сама Мгм. понимаешь. Ну, поэтому как-то просто все проходило, и ты же знаешь, какой там был день. Каждый день ты приходишь. Я вообще приезжала к 7, к 6, к 7 утра, до 9 сидели, ждали, а потом еще все эти испытания, помимо медицинских, ты знаешь, там ортостолы, всякие велосипеды крутили, вешали на нас приборы на ночь. Все это, конечно, изматывало. И дорога, которая туда занимала 2 часа, обратно бывало 3 занимала, и так каждый день. Но было столько крутых эмоций, и ты даже вот не замечал, я прям ждала и получала удовольствие. Думаю, ну еще бы денечек продержаться, ну еще бы денечек, ну дойти бы до Волынки, ну вот и вот это вот, и потом думаю, ну хотя бы ладно, я себя успокаивала, даже если я там не пройду по каким-то медицинским, ну хотя бы это проверила, хотя бы то проверила, потом в Волынке сделала вот это, сделала то, сама знаешь, все эти исследования, думаю, ну хотя бы будет в этом плюс, ну хотя бы. И вот так вот потихонечку, Нас в потихонечку буквальном смысле дошла. вывернули наизнанку, проверили абсолютно все с ног до головы, чтобы убедиться в том, что наши организмы способны выдержать перегрузку в виде центрифуги. Как я понимаю, ведь этот тонкий слой, да, который пролетает ракета, нас пустили буквально поочередно по тем ступеням, которые проходит человек, поднимаясь на орбиту в ракете. И проверяли это со всех сторон, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Расскажи про этап, который происходил с вами после. Вот уже прошел ГМК, пресс-конференция, объявили основной дублирующий экипаж. Что происходило дальше? Что я пропустила? Да, мы на самом деле очень расстроились все, потому что ты прошла вместе с нами до конца, и нас таких было немного, ты сама знаешь, и отлетали все девочки по разным причинам. И вот когда вот сказали, что именно там ты не прошла, но уже ты озвучила по какой причине, и что ты все прошла, тебе просто надо было прийти на госкомиссию, ну, на самую важную. И вот так вот случилось. Ну, мы переживали, по-человечески было прям жалко. Это Девчонки, я все-таки все время нахожусь с вами эмоционально, потому что действительно была близка, нахожусь с вами, поддерживаю искренне, врубаюсь, какая серьезная спасибо. нагрузка там происходит и насколько эмоционально это тяжело, потому что, находясь так близко к этому событию, можно улыбаться и говорить, что ай-яй-яй, там все в порядке, но на самом деле, находясь сама с собой, я переживала очень сильно, потому что как актриса представляла себе в мельчайших подробностях все эти нюансы и находиться одной вот в этой кабинке, и, когда уже, да, нет вот этого ажиотажа, ты принадлежишь сам себе и действительно сам отвечаешь за свою жизнь, за жизнь экипажа, это не шутки. Поэтому абсолютно взаимно, но действительно в моем случае меня не отпустил мой сын, и он, правда, маленький, и в 5 лет быть без мамы такой длительный срок, и все эти волнения, которые мы так с ним сцеплены друг с другом, все-таки наверное, все произошло так, как должно быть. В любом случае произошло так, как должно быть. И все находятся на своих правильных местах. Вот, абсолютно это факт. Но расскажи все-таки, вот что происходило с вами потом? Как вы, есть ли у вас время на общение между собой, делиться эмоциями с Юлией? Опиши немножечко вашу закулисную жизнь. Слушай, но с Юлькой у нас чудесные отношения, у нас вообще вот эта шестерка, мы близки настолько все, мы прям близки, мы поддерживаем друг друга, мы с одной стороны такие разные, с другой стороны так похожи в чем-то, мы прям кайфуем друг от друга, вот у нас команда, вот такая настоящая команда, которой помогаем, с Юлькой делимся впечатлениями, ощущениями абсолютно честными, поэтому, ну, мне супер повезло, конечно, я учусь очень многому у нее, она сильная, красивая, талантливая, и она человек, вот таких, как Да. она,
людей мало. Это Мгм. самый достойный, мне кажется, участник космического полета, как актриса, я имею в виду. Я не уверена, что каждая бы справилась и с той Конечно. нагрузкой, и физической. Вы просто не представляете. Я восхищаюсь. Там, помимо вот этих, не пробежать челночный бег, а все вот эти стулья, столы, и потом центрифуги, скафандры, тренировки в скафандрах. Это физически, это очень сложно. Расскажи про скафандр. Сколько он весит, каково его одевать и как было сложно одевать его в невесомость. Это очень все интересно. Прям вот в подробностях. В невесомости очень круто надевать скафандр. Я думала, это будет сложнее. Мы пробовали это. Потом он тяжелый, но, слава богу, мы когда туда пришли, когда первый раз его застегивали, это такое действие, я подумала, господи, нам говорят, да вы потом научитесь, даже уже не будете ощущать, как это делать быстро. И действительно, мы уже научились на автомате просто все это делать. Это довольно такой длительный, скрупулезный процесс, но безумно интересный. Вот это ощущение в скафандре, а особенно когда ты проверяешь его на герметичность, и если ты пристыкован уже в корабле, там, к вентиляции, к кислороду, и ты понимаешь, что это твой дом, это твоя жизнь. Это вот То есть одежда. по порядку начинается все для космонавта, да, вот тренировка начинается с того, что вы должны быстро одеть скафандр, затем поместиться в свою капсулу, да, проверить все кнопки, которые необходимо нажать, да, как старт, затем теоретически репетиция на центрифуге. Вот как сам порядок действий выглядит? Немножечко подвисла, сейчас Алена к нам вернется. И Привет вот снова. она здесь. Да, на чем мы остановились? Я спросила тебя о физическом порядке для тех, кто понятия не имеет о том, что происходит уже в физических подготовках. Прям вот с утра до вечера как выглядит ваш день? Мы жили в Звездном городке, это ЦПК, там режим. Мы там просыпались примерно в 7 с чем-то. При этом же нужно еще себя в порядок привести, так как у нас постоянные съемки. И при этом все делать. Мы просыпались, шли на завтрак с Лехой. Леша Дудин — это мой партнер по экипажу, мой партнер по экипажу. Вот с кем мы вместе проходили подготовку. УКП левый, а я УКП правый. Это участник космического полета. Вот. И дальше шли на завтрак. Там режим обязательный, и мы обожали это. Ты приходишь там в столовой, так вкусно кормят, так много, вкусно, правильно. Вот мы начинали с каши, потом у нас начинались тут же занятия. Бывали дни, когда просто без перерыва, только на обед с 13 до 14, а потом до 6, там вот режим. Завтрак, обед, ужин. И до 6, до 7 ты должен был выехать оттуда. Двери закрываются. Но когда у нас уже репетиции актерские пошли, уже перед самим, ближе уже к полету и к Байконуру, то мы там задерживались, конечно, и нам выписывали для этого время, пропуски до 9 часов Актерские все репетиции, вместе. как они выглядели? Вы также работали с партнерами или это секрет, который пока раскрывать нельзя? Пока не буду раскрывать, вы все это увидите в вызове, как все это проходило, действо. Могу сказать, что это, конечно, невероятно. Невероятно интересно быть частью этого всего. Вот я, например, как актриса, допустим, не лечу, а летит уже Юлька. Но я столькому научилась. Я побывала в этом проекте сумасшедшем, который будет сниматься в космосе. Это же так круто. Ну, тот факт, что это исторический, грандиозный проект, отрицать невозможно. Это волнительно не только для участников, но и для всех, кто наблюдает здесь с Земли. Ведь очень многие люди сомневались в том, что это действительно возможно. Скажи, были ли у тебя сомнения о том, будет это по-настоящему или нет? Что, скорее всего, к концу что-нибудь придумают, и ракета не полетит. И в какой момент ты поняла, что все серьезно, это действительно произойдет? У меня не то чтобы были сомнения, все-таки это Первый канал, и который сделал такой анонс. Просто как-то для меня это все было так нереально, когда мы проходили все эти медицинские исследования, обследования, когда нам говорили про космос, вот вам вот это будет, вы, девчонки, хрупкие, зачем вам это надо, не боитесь. И я помню вот эти свои ощущения, потому что я думаю,
А чего бояться? Ну, как будто это все нереально. Думаю, мне сейчас просто пройти первый этап, это медицинское обследование. Ну, а потом видно будет. А ты действительно не боишься? Смотри, сказать слово "я не боюсь", оно, наверное, неправильное. Но у меня нет, ну, как бы я понимаю, что все может случиться. Это может быть опасно. Хотя у нас так все налажено. Я думаю, что не я уверена, ты каждый день видишь этих космонавтов, которые по 5 раз, по 4, по 3, по 2, по одному летали, возвращались, и все в порядке, и готовятся к следующему полету. Поэтому все будет хорошо, и поэтому мне не страшно. Волнение больше за то, как твой организм там среагирует. И с одной стороны, если ты летишь как турист, это одно. Волнение больше за то, там придется снимать кино. Это очень сложно. На Земле-то это такой процесс довольно сложный, ты сама понимаешь. А там, в невесомости, это сложно, этот реквизит, это все собрать, это сделать, это сыграть роль, и как будешь себя чувствовать при этом, понимаешь, тебя там не спросят, как ты себя чувствуешь, тебе надо будет все это делать. Первое время адаптация, ты понимаешь, ты когда в невесомости летаешь, но это же, это у тебя первое время, ну, как-то странно, а там не существует потолка, пола, стен, там существуют панели, существуют плоскости, первая, вторая, третья, четвертая, но нету потолка, пола и всего остального. Это пока сложно себе представить. Это невозможно представить, пока там не Скажи, побываешь. бывали ли в твоей жизни какие-то события, которые могли бы напомнить тебе период времени, который происходит сейчас с тобой? Был ли у тебя подобный опыт? Подобного, понятно, не было, но что-то приближенное, где необходимо было так собраться и настолько быть замотивированной и ответственной за то, что ты находишься вот в такой ситуации. Ты понимаешь, вот для многих режим, который там вот еще, знаешь, отголоски военного режима, когда все по правилам, все точно, это мой режим, я такой человек. Я очень дисциплинированная. И поэтому я себя в этом чувствовала. Сказали так, я делала так. Сказали Мгм. вот так, я делала так, беспрекословно. Для меня это было круто. Я каждый день ходила, думаю, неужели я здесь? Каждый день думаю, блин, как это круто, как это интересно, все новые знания, при том, что было очень тяжело морально и физически бывало. И когда тебе надо все выучить и выглядеть при этом хорошо, я имею в виду не про внешность сейчас, а достойно показаться на этих всех зачетах, экзаменах, понимаешь? Пришли актриски какие-то, понимаешь, ну, все-таки хотелось доказать, что мы что-то можем. Был интересный вопрос среди участников, друзья. Я все равно немножечко подглядываю за тем, что там происходит внизу. Если бы тебе предложили снова поучаствовать в космическом проекте, приняла бы ли ты участие и согласилась бы ли ты, уже пройдя такой длинный путь и оказавшись в дублирующем экипаже Союза МС-19, полететь в космос, но уже в другом проекте, например? Да, я бы согласилась. Так, наоборот, хочется применить эти знания, попробовать по-настоящему в космос. Вот, например, у космонавтов часто говорят, боишься, не боишься. Я помню, первый мой вопрос был, я постоянно всех все спрашивала, что может случиться, какие были нештатки, чего ожидать. И мой первый вопрос, ну, что они чувствуют, боятся ли они. И в основном все отвечали, да нет, мы боимся не полететь. Когда вот ждешь всего этого, самое страшное, если ты не полетишь. Ты готовился, ты не летишь по какой-то причине. Вот это страшно. А что насчет приземления? Мысли о том, как приземляется капсула, вызывали ли в тебе какой-то вот мандраж? Расскажи про то, что А, все-таки могло тебя в какой-то момент смущать, потому что по своему опыту скажу, что чем ближе я приближалась к финалу, и когда уже действительно он был пройден, я же не сразу заболела этой ветрянкой, я очень сильно переживала именно насчет приземления, думая о том, что а что если, да, а вдруг, ведь каждая из участниц, кто приблизился уже к финалу, в принципе, до того, как озвучили на ГМК, кто будет, думала, что это может быть и она. Что тебя вот смущало в этот маленький промежуток времени, когда еще было непонятно, летишь смущало, ты? смущало. Так, Ну, расскажи про я это. имею в виду,
Вот как раз это не то, что это волновало, потому что само приземление, оно достаточно жесткое, при том, что там твой ложемент, там специальные сидения, там, которые амортизируются при ударе, да, о землю, а удар достаточно сильный. Каждый раз всех спрашивают, ну что за удар, ну что вы чувствуете, вот, когда вы прям, когда вот ударяетесь, какой удар, на что похож, куда отдает? Я всех замучилась с этим вопросом, конечно, волновало, потому что все-таки вот это, наверное, самое там такое, Не могу не может быть поделиться опасным. со своей стороны, Алена, тебе тоже, наверное, будет интересно, как у меня все это происходило в голове. Я помню, что уже находясь на кастинге, уже проходя медкомиссию, с нами общался, как раз провожал актрис из основного экипажа, господи, Олег, нет, Антон Шкаплеров, который полетит с главной героиней. Он нас встречал, я не знала, что это пилот-космонавт, который уже трижды побывал в космосе. И, проходя по коридору в звездном городке, я обратила внимание на фотографию, где лежит обгоревший такой какой-то железный маленький кусочек. И я так ненароком спросила, говорю, а скажите, а вот это что такое? Он говорит, это капсула, в которой приземляются космонавты. Я говорю, как это капсула, в которой приземляются космонавты? Аленочка, ты опять исчезла. Добавься таким же образом, как было в последний раз, еще раз к нам. Я доскажу эту историю. То есть уже проходя комиссию, я почему-то не удосужилась посмотреть именно приземление. Мне казалось, что вот как в фильмах космические корабли тихонечко так мягко спускаются, на ножки встают на Землю, а оттуда выходят наши космонавты. То есть, в принципе, сам проект еще и невероятно полезен тем, что у очень многих людей будет возможность посмотреть вообще, что входит в эту работу космонавтов, и как это все непросто, потому что, в принципе, об выбывалой жизни, не говоря об этом, мы и понятия многие не имеем даже о том, как они приземляются, не только о том, как они готовятся. Аленочка, вернись, пожалуйста. Так, ты здесь? Вот. Была, да, вот эта вот интересная, забавная история, что я увидела капсулу, и после этого получила этот мандраж, потому что уже даже когда подала заявку, я не знала, как они приземляются. Вот я свою историю закончила. Я увидела обгоревшую капсулу, такой домой возвращаюсь, думаю, так, что-то тут не так. И всю ночь я смотрела, как эта капсула взрывается о землю, я все понять не могла, что это за взрыв такой. Когда она садится, что это мягкие подушки. Вот, конечно же, волнение, безусловно, я уверена, что было. Что говорит Юлия про эти моменты? Наверняка вы обсуждали ее эмоции по поводу взлета. Как она описывает это? Слушай, ну, мне кажется, я не могу делиться Юлькиными эмоциями. Ну, вдруг она бы не хотела. Может, Ну она в этом сама смысле поделится. Не может понятно, на но 100%. видно ли, да, вот этот вот азарт? Я к тому, не то, что, безусловно, мы обязательно, я уверена, что найдем время, и я очень Да, надеюсь, что Юлечка найдет время и присоединится так же, как Терсток. Я подробно расспрошу ее об этом. она с удовольствием, Ну, я думаю, поделится. итак, вы приходили на завтрак, затем шли на тренировки. У вас каждый день было одно и то же или добавляли сложности в ваши экзамены? Нет, у нас было разное, у нас были такими, как сказать даже, ну, разные периоды. Вот сначала там изучаем корабль, компоновку его, например, из чего там он состоит, что внутри, потом тренировки у нас в корабле, все постепенно. Кик это потом, например, станцию, потом нештатки, потом у нас всякие выживания, ну, физра она всегда на протяжении всего времени. То есть Были ли прыжки постоянно с раз. парашютом у вас, которые... А, Расскажи про вот эти, да, моменты. Прыжков у нас не было, потому что не хотели подвергать опасности. Все-таки время на восстановление у нас бы не было. Это просто можешь раз ногу подвернуть, и все, ты выпал. Ты выпал Опа. из процесса. Это очень рискованно. Но насколько обязательно вот это вот прыжок с парашютом для У профессии космонавтов это очень-очень важно, потому что во время этих прыжков они
Это же не вопрос, умеешь ты прыгать или не прыгать, а насколько ты концентрируешься в такой ситуации. Они во время полета решают задачи. И плюс Мгм. еще тело свое концентрировать, да, То есть умение уметь работать под группировать. адреналином. Да, спокойно, чтобы ты спокойно решал задачи, прибавлял, умножал, отвечал на вопросы. В нашем случае это было бы повторение текста наизусть на скорость, да, текста со сценария в прыжке с парашютом. Летишь и повторяешь свой текст. Ну, так как работа актера подразумевает не только полететь и Ага. приземлиться, но и отыграть свою роль. Тут, конечно же, помимо этого, актрисам Юлии Пересильд и Алене Мордовиной приходится учить еще и сценарий, готовиться к роли. Но о роли мы говорить не можем, потому что это строжайшая тайна, это будет фильм, который мы все будем смотреть уже после удачного приземления наших героев. Аленочка, расскажи, пожалуйста, о своей актерской деятельности, еще помимо вот этого проекта. Сейчас, секундочку. Простите за связь, к сожалению, это не в Да, моих силах. бывает, выпадают. Да, последнее, что я спросила перед тем, как ты вышла из эфира, это о твоей актерской деятельности. Ведь действительно все участники проекта, помимо физических данных и своих и внешности, это актрисы. Расскажи про свое актерское прошлое, где ты снималась, как попала в актерский мир и как любишь свою профессию, где училась, где тебя можно увидеть. А, я училась в ГИТИСе, закончила ГИТИС, потом актерский факультет актрисы драматического театра и кино. Так у меня в дипломе написано, в красном. Это, конечно, никак не помогает актрисам. Наоборот, как правило, больше всего добиваются успеха. Это люди, которые не очень хорошо учились, потому что они спокойнее ко всему относятся, они больше себе позволяют. А потом я училась у Германа Седакова. Я Седакова обожаю. Он крутой мастер, мой мастер, который мне очень многое дал. Кстати, Седаков правильно или Седаков? да, да, ну, Седаков все называют, Седаков, думаю, Мгм. Седаков. И если честно, если бы я у него не училась, я бы, наверное, этот монолог Татьяны я бы так не записала. Я помню, я поступала к нему с этим монологом и начинала читать их по-классически, и он меня прерывал постоянно и делал замечания, как надо его по-другому от себя, чтобы я шла. И потом вообще на протяжении всей работы он прям менял меня. И благодаря ему, наверное, этот монолог был хорошо вот записан, как минимум. Как ты А, решила стать актрисой? В какой момент ты приняла решение, что это твое вообще с самого начала? Как пришла в эту профессию? вот я не помню, в какой момент я захотела быть актрисой, ну, в плане, вот я буду актрисой. Помню, в детстве я писала, что я хочу быть стюардессой везде. Но также я помню, что я хотела быть актрисой. Я приехала в Москву, не успела уже поступить, и я пошла в МИТРО. Это подготовительные курсы, и там как раз только все это развивалось, и мне попались очень крутые мастера, Родомысленский, великий. Это сын Родомысленского, который еще при Немировиче Данченко был в Амхате. И вот после него я поняла, он мне сказал, да, ты актриса, тебе надо идти. Тогда у меня не возникло сомнений, я пошла, поступила в ГИТИС и поступила в Институт современного искусства. Но я тогда не ходила в щепку и в щуку, не пробовалась, потому что мне сказали, что тебе уже поздно, 20 лет, куда ты пришла, бабушка, в общем, комплексы все. Я даже не пошла туда, типа там не берут таких. Ну и в итоге выбрала ГИТИС. Вот, вот. То есть никакой рекламной карьеры до этого не было, ни модельной при такой внешности. То есть ты просто хотела быть или Спасибо большое. юристом, или вот такая женщина. Вот. Как это Ну, возможно? не было никакого опыта, вообще опыта не было. Я помню, я пришла еще со спорта, там девочки, кто у нас поступил, кто с танцев, кто с балета, ну, хоть какое-то имеют отношение к К этому, к сцене, да, искусству, хотела. да, к сцене. А я
резкая вся после этого спорта. Мне Алена, нежнее, там вот это вот балет. Но я могу сказать, что я занималась, мне было сложнее всех, потому что я никогда не танцевала. Я занималась в 10 раз больше, чем все. Ну, чем девчонки, которые легко выходили, это делали. И в конце, конечно, это дало свои плоды. Семья тебя поддержала, и ты знаешь теперь на сегодняшний день, что твоя карьера – это карьера актрисы, и в этом направлении ты двигаешься и живешь этим, правильно? Да, без моей семьи этого всего бы не было. Меня очень всегда поддерживал мой муж с самого первого дня, при том, что его отговаривали, пусть она не идет в эту профессию. В общем, там не буду говорить такие вещи, которые говорили ему, и тем не менее он меня отпустил. Ты же знаешь, как в актерских всех институтах ты с утра до вечера там, ты в воскресенье там, ты репетируешь, и он все это принимал, понимал, поддерживал меня всегда со мной. И вот еще какое-то дополнительное образование он всегда меня поддерживал, помогал мне, записывал пробы со мной, самопробы, причем круто это делает. И вот сейчас, например, космический вот этот проект, он всегда поддерживает меня во всем. Без Муж него бы не всего этого не связан было. никаким образом ни с актерской деятельностью, ни с пилотируемой деятельностью. Как вот он относится к вот этому проекту? Как вообще твоя семья тебя отпустила? Я это прочитала среди наших комментариев. Аленочка, подскажи, пожалуйста, на твоем экране комментарии не перекрывают твое лицо? Почему-то до этого такого не было. Перекрывают. Ранее такого не было. Так. Мгм. Мгм. Ну ничего страшного, я вот ищу Ничего свободное страшного, местечко да. и свое лицо туда. Да, технический Вот. момент. Вот, да, но когда мы будем выкладывать наш замечательный эфир на YouTube, переводить его на английский язык, этих титров быть не должно. Рассказывай, пожалуйста, как твоя семья тебя поддерживает? Это вопрос от наших зрителей, потому что каждый, я уверена, что подставляя своего родственника под эти испытания, думает: о боже, не дай бог, своего бы я не отпустил. Ну, я могу сказать разные чувства. Мама сказала: класс, иди, я бы тоже мечтала полететь в космос. Ни грамма там какого-то волнения в этом смысле, что это опасно. А, например, другая часть семьи, наоборот, говорила: как это страшно лететь. Ну, мне некоторые говорили: ну, ты сейчас пройди все это и возвращайся домой. Все, хватит. Вот так все время мне говорил. Ну, конечно, с одной стороны, очень сильно волновались, очень сильно, очень, потому что это все-таки ракета. Тут мы на самолете летим, у нас в этом смысле семья, пока не долетит, они неспокойно себя чувствуют, а тут космос. Но с другой стороны, хотели бы, чтобы я полетела, потому что и вернулась. Вот. Смешанные чувства, но поддерживают всегда. Потрясающе. Вот был интересный вопрос от нашего зрителя про ракету. Я вот прочитала немножко. А ракета вся сгорает, что ли? Или что-то остается, чтобы пользоваться потом? Друзья, да, что с кораблем потом? Каждый раз ли новые делают? Алена, рассказывай, пожалуйста. Я половину прослушала. Что с чем Что становится? происходит с ракетой? Остается ли что-то от нее, чтобы потом можно было использовать? Или она вся уничтожается? Ну нет, я не знаю, можно ли это на что-то использовать, кстати, я не знаю, там же, когда ракета взлетает. Алло, слышно? Да, да, да. У меня просто Слышу тебя. пропала связь. Слышу тебя. А, да, сейчас, секунду. Секунду. У меня наушник куда-то упал. Все сгорает, по-моему, и разлетаются в Нет, щепки. нет, ракета, она когда взлетает, у нее есть этапы. Сейчас, секунду, у меня наушник упал. Ну, вроде так слышно. Слышно. Окей. Она, да, она, если простым языком, падает. И сгорает. Нет, 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 она не сгорает, куски отваливаются, насколько она ломается, там уже собирают спасатели, ну не спасатели, специальная группа, все это, там есть 3 этапа, поэтому используют ли это на что-то, может быть, на металлолом, я не знаю, я спрошу сегодня у наших Но они ребят, же еще но радиацию получают в эти моменты, поэтому, конечно же, они являются
да, радиоактивными, они уже попали в атмосферу. И как я видела, когда даже достают космонавтов из капсулы, очень осторожно приближаются к самой капсуле, уже приземлившейся на Землю, потому что она Ну радиоактивная. ты уже про... Нет, вы просто... Я не поняла вопроса. Это сама ракета или капсула, или И корабль? Это все ракета, разные вещи. и ракета. Нет, ракета, ну Девушка это спросила про разные ракету, этапы. да. Мгм. Нет, это другое. Когда уже приземляется, там ни о какой ракете речи не может быть. Там, в принципе, ты уже взлетаешь в невесомость в корабле, ракета уже вся отвалилась, простым языком. Дальше ты летаешь на корабле, который состоит из бытового отсека, из БО, СА, спускаемый аппарат, и ПАО– это приборно-агрегатный отсек, который, в свою очередь, делится на приборный отсек и агрегатный отсек. Это корабль со своими солнечными батареями. Он пристыковывается к станции таким образом. На обратном пути, когда корабль возвращается, уже идет отстыковка самого спускаемого аппарата от второй части, от БО и от БО бытового отсека, и от ПАО, от приборно-агрегатного отсека. И дальше вот эта капсула, так называемая, СА, спускаемый аппарат, попадает в атмосферу, и там она горит какое-то время. И дальше тухнет, гаснет, и в какое-то время, и потом парашют, и вы уже спускаетесь. Осталось совсем немного времени. У меня есть вопрос перед нашим традиционным вопросом, где я бы хотела задать у тебя 3 совета. Очень многие люди в комментариях задают вопрос, и правда задаются этим вопросом, для чего все это нужно? Как бы ты ответила на этот вопрос? Для чего был создан этот проект? И это вот для нашего зрителя. Зачем лететь и снимать фильм в космосе? Как Ну, бы ты тут не ответила на просто этот снимать вопрос? кино. Да, здесь стоит несколько задач. Во-первых, рассказать немного о космосе, просветить людей, привлечь людей. Во-вторых, это снять кино в космосе. На Земле уже снимали, а в кино еще фильм не снимали. В космосе. И мы, надеюсь, будем первыми. Вот, и поэтому задач очень много. С другой стороны, тоже это своего рода эксперимент, насколько быстро можно подготовить человека к полету. Exactly. Да. И Мгм. еще вопрос интересный. Надо сидеть 3 часа внутри корабля перед стартом. Для чего это? Да, Для надо чего так сидеть. долго сидеть? А, ну это предстартовая подготовка, провести там предполетная подготовка. Во-первых, там себя пристыковать, это сделать, то сделать, проверить герметичность скафандра, усесться. Просто процесс довольно такой серьезный. Это предстартовая подготовка. Потрясающе. Аленочка, наше время подходит к концу. Я очень рада этому эфиру. Спасибо тебе, что нашла время. Я знаю, что у вас там каждая минута на счету, там на Байконуре, где ты сейчас находишься. Друзья, я перечитаю все вопросы. Мы Софья, обязательно... Софья, знаешь, я что хотела? Я хотела на один вопрос ответить, который там девушка задала Да, конечно. по поводу того, что это как относились там работники к нам, смеялись ли или несерьезно, как-то так вопрос звучал. Мгм. Ну, я думаю, к нам относились все чудесно, поддерживали, помогали. Я хочу сказать огромное спасибо всему ЦПК, Звездному городку, все, кто с нами работал, потрясающие люди, которые нас поддерживали, помогали нам, космонавты, которые там давали советы, все время мы общались. И спасибо большое всем за это. Это правда. Невероятная была обстановка в звездном городке. Все в восторге. Это чудесно. Аленочка, перед тем, как мы закончим наш эфир, 3 совета тем, кто начинающий актер или кто приближается к профессии космонавта. Сегодня я даже так могу сказать. Какие бы ты дала напутствия тем, кто с одной стороны думает о карьере космонавта, с другой стороны думает о карьере актера. 3 совета нашим слушателям. Ну, кто действительно мечтает об актере космонавта, о профессии космонавт идти вперед, не бояться, это действительно интересно, и просто подать заявку.
и верить, что все получится. Также актерам, если есть мечта, просто надо следовать, ничего не бояться, и все обязательно получится. Ведь если ты сильно хочешь, если очень захотеть, можно в космос полететь. Поэтому это девиз мой сейчас. Это абсолютная правда. Аленочка, спасибо тебе большое за время. Я надеюсь, что у нас будет повторный эфир, когда уже произойдет это событие 5 октября 2021 года. С Байконура стартует основной экипаж с Юлией Пересильд и Климом Шипенко. А сейчас с нами в эфире дублирующий экипаж, актриса Алена Мордовина, которая там на всякий случай и готова в случае чего поддержать и подстраховать нашу героиню. Я с тобой прощаюсь. Я тебя Спасибо тебе обнимаю. большое за все. Ты поддерживала все время меня, все это время, все эти месяцы, с самого первого дня. Ты чудесная. Спасибо тебе за это, что ты с нами всегда. Спасибо. И Будем спасибо за теперь этот всегда на разговор. связи. Да. Обожаю, целую, удачи, будем на Целую. И тебе связи. тоже. Будем на связи. Спасибо.